Я приветствую вас, дорогие скорпионы. Это ваш новый расклад на август месяц. Давайте с вами приступать. Будем смотреть начало, середину и конец месяца. Какие события ожидают вас в новом месяце? Итак, смотрим начало августа для скорпионов. Итак, первая карта – это Паш Пентаклей. Паш Пентакли – это у нас карта, обычно символизирующая детей, пожилых родственников, домашних питомцев, либо же ваших, допустим, племянников или внуков. То есть есть момент какой-то встречи, какого-либо взаимодействия с ними. Также карта может говорить про то, что вы можете переслать им деньги, допустим, вы можете как-то финансово поддерживать, вы можете дарить какие-то подарки, делать сюрпризы. То есть в целом оказывать какой-то знак внимания, какой-то существенный предмет или какой-то ресурс, да, вы можете им подарить в начале месяца. Также карта может показывать и символизировать лично вас. То есть вы, как тот паж, начинаете какое-либо обучение. Какое вы обучение будете начинать, это может быть все что угодно. То есть либо вы на курсы какие-то записались, либо вы, допустим, захотели изучить какую-то новую сферу, которая для вас вообще закрыта, и читаете просто что-то в интернете. Это может быть обучение такое, что вот именно вы в книгах читаете, выискиваете информацию, вы можете с кем-то контактировать, например, там обмениваться какими-то книгами, какая-то вот такая информация даже по почте, если переслана, то она как будто бы вот именно с ценной для вас информацией, да, какие-то схемы, какие-то графики, какие-то таблицы, то есть что-то, что для вас будет важно. Вы можете в этот период также заняться спортом, и эта карта может показывать ваше вступление в то, что вы, например, пошли в спортзал, или вы дома начали заниматься по какой-либо тренировке. То есть это такой момент обучения. Может быть, вы не сильно занимаетесь этой тренировкой, да, как тот паш, просто пока что занимаетесь, но в целом вы хотя бы что-то делаете для того, чтобы себя поддержать, да, поддержать свой организм. Вот такой здесь момент может быть. Также карта может говорить и про то, что кто-то приносит вам деньги. Может быть, ваши ученики. Может быть, вы являетесь учителем, да, каким-то наставником, руководителем. И вот каждый ваш подчиненный или ваш ученик, он приносит вам какую-то свою наработанную работу, да, так скажем, или платит вам деньги за то обучение, за ту информацию, за те знания, которые вы можете преподнести. Поэтому начало месяца – это такое плодотворное, в принципе, ваше дело, но в то же время это что-то не настолько пока существенное или не настолько приносящее прибыль, а спокойно вы изучаете информацию, спокойно балансируете, стоите, вам это нравится, вы погружаетесь в этот лес дремучий, да, то есть вы знаете четко, что вы хотите, какая информация вам нужна, и четко следуете каким-то правилам, нормам, выстраиваете, так скажем, какие-то планы наперед. Так, давайте смотреть с вами середину месяца. Середина месяца для скорпионов. Карта Иерофант. Середина месяца будет связана с какими-либо традициями, с то, что вы, возможно, делаете постоянно. Какая-то либо это рутинная работа, либо какие-то моменты в вашей жизни, которые повторяются. Как я говорила, если бы вы были, например, учителем, да, то тогда вы тут преподносите кому-то какую-либо информацию на доске, видите, пишете. Если вы только обучаетесь, то тогда у вас какой-то наставник будет. То есть кто-то, какой-то вышестоящий человек, он сможет вам что-то разъяснить. Видите, здесь написано, кто, что, когда, да, почему, как. Вам выстраивается полная схема. Вопросы есть, символы, знаки. То есть есть момент какой-либо расшифровки. То есть что-то такое глубокое, тайное, какие-то знания вам расшифровываются, и вы начнете их понимать, вы начнете их замечать по жизни. Могут какие-то быть знаки, связанные с религией. Это могут быть моменты, когда вы изучаете какую-то религиозную литературу, посещаете какие-то религиозные места, памятные места, места, в которых, может быть, побывало уже много людей. Да, вот есть момент, когда вы куда-то отправляетесь или
коммуницируете с кем-то, кто является как будто бы просветленным человеком, наставником и может с вами поделиться вот этой тайной информацией. Информацией, так скажем, для души, для вашего личного развития. То есть это не просто какая-либо информация, это информация, которая как будто бы может даже ваше сознание немножечко поменять, как будто бы приоткроет вам тайны этой жизни. Вот что-то здесь такое возможно. Также эта карта показывает нам моменты, когда вы можете в религиозном плане что-либо открывать для себя, да, то есть здесь есть момент, когда вы можете в первый раз, например, побывать на крещении ребенка, можете где-то побывать на венчании, допустим, да, то есть какой-то религиозный момент будет здесь. И вы будете либо участником в главной роли, либо вы просто свидетель того, что какое-то такое традиционное действие будет происходить, связанное с религией. Вот такой момент. Поэтому обратите внимание, что это для вас будет, какую информацию это вам несет и как это поменяет ваше мировоззрение. Может также быть просто какая-то рутинная работа, которую вы выполняете всегда, но вот вы сейчас будете так сконцентрированы, что вам нужно будет четко все расставить по своим местам. То есть есть момент, когда вся информация раскладывается по полочкам и настолько все проясняется, даются вот эти ключи, да, для того, чтобы войти куда-то с помощью этой информации дальше. То есть эта информация, она как бы приоткрывает вам что-то новое для вас, спускает вас куда-то дальше. Так, давайте смотреть конец месяца, что ожидает скорпионов. Карта у вас выпадает повешенный. Повешенный– это момент, когда вы погружаетесь в какую-либо информацию. Опять же таки, что-то у вас здесь как будто бы все связано с какой-то информации, с обучением, в погружением в какие-то знания. Может быть, вы как будто бы смотрите со стороны, да, если вот вы обучались, то есть момент наблюдения со стороны, за какими-то людьми или за вашими друзьями. В целом, за какой-то ситуацией вы наблюдаете со стороны, и вы висите в этом положении и видите больше, чем другие люди. То есть повешенный, он как бы просветленный здесь. То есть ему доходит такая информация, которую раньше он вообще, может быть, и не замечал. Поэтому то, что он висит, не значит то, что это плохо. Это значит то, что он погрузился с головой в какую-то информацию, и он готов быть в этом положении столько, сколько нужно для того, чтобы выйти из этого положения уже более просветленным, да, уже с накопленной какой-то информацией или с полученным каким-то для себя ответом. Также карта может говорить про то, что вы можете выступать в качестве жертвы. Да, вы можете ожидать просто какой-либо информации. Ожидать письмо, ожидать звонок, ожидать ответ от какого-то человека, да, ожидать какой-то встречи или же ожидать, пока какая-то ситуация разъяснится, и пока не можете действовать, пока кто-то не даст вам какой-то ответ. Вот такой момент. То есть вы как будто бы зависли, погрузились во что-то и не действуете, не двигаетесь дальше. Либо в отношениях вы зависли пока что. То есть карта говорит о том, что прогресса почему-то пока что нет. Но это положение не заставляет вас находиться в нем постоянно. Да? Вы можете сами из него выйти. Вам необходимо просто научиться замечать то, что вы раньше не замечали. И когда вот вы сможете себя как бы перенастроить, да, вы тогда сможете более легко уже двигаться дальше и реализовывать какие-то свои дела и свои планы. Поэтому погружайтесь, концентрируйтесь, меняйте свое мировоззрение, и обязательно у вас все получится. Так, давайте смотреть. На колоде «Романтика. Любовь» смотрим отношения и любовь, что ожидает вас скорпиона в этом месяце. Так, у вас выпадает карта, она называется «Урегулирование», либо же она называется «Соглашение». Избегайте довольствоваться меньшим в любви, чем вы этого заслуживаете. То есть вам нужно не соглашаться в любви на что-то меньшее. Вы, карта говорит, заслуживаете больше. Поэтому в этом месяце в каких-либо отношениях вы должны замечать, что вас должны ценить за вашу выполненную работу, за ваше внимание, за ваше вообще, в принципе, существование, да, и не соглашаться на меньшее. Вот такая вам подсказка на этот месяц. И еще одна подсказка, как всегда, от духовного древа. Давайте еще тоже смотреть, что вам подскажет здесь карта. Так, ответ – да. Доверяйте своей интуиции.
То есть интуиция в этом месяце вас не подведет. Интуиция здесь у вас в конце месяца может очень хорошо сработать и в середине месяца. Поэтому карта вам говорит, открывайте для себя что-то новое, пробуйте что-то новое, доверяйте своему пути. Если вас что-то смущает, то, возможно, действительно пересмотрите какую-то ситуацию. Можно доверять людям или нет. Довольны ли вы тем отношением, которое у вас есть, да, к вам, по отношению к вам. Поэтому вот такая карта, да. И если у вас есть какие-либо сомнения или вы задавались каким-то вопросом, то карта как бы является для вас уже ответом. То есть в этом месяце на что-то будет вам сказано «да». На какое-то ваше желание, на какую-то вашу просьбу. В целом вот себе лично подтвердите то, что вы способны что-то сделать. Да, у вас получится, да, вы сможете двигаться дальше. И да, это все было организовано для вас, для того, чтобы вы э, как бы пройдя, да, какое-то обучение или погрузившись в какую-то информацию, смогли обрести для себя что-то новое. Вот такая вам подсказка на этот месяц. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, мне будет очень приятно видеть вас снова на моем канале. Не забывайте ставить лайки, чтобы поддержать мой канал, мне будет очень приятно. Пишите ваши отзывы, комментарии, как проигрывается у вас месяц. И не забывайте, конечно, подписываться, буду ждать вас в следующем месяце. До новых встреч, с вами была Мелиса, всем пока-пока.